Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из Финляндии. Про погоду ничего не буду говорить, чтобы не испортить радужную картинку. Итак, традиционно благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я расскажу о жилье в Финляндии. Поводом стала записка на доске объявлений в моем доме. Судя по ней, даже некоторые коренные финны недостаточно усвоили общепринятые нормы финского общежития. Что уж говорить о понаехавших из других культурных традиций. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В Финляндии существует 3 основных вида жилья. Отдельно стоящий дом на одну семью, дом 5 стенок, дом на 2 семьи, таунхаусы – это дома рядовой застройки в 1, 2, может быть 3 этажа, где в каждую квартиру отдельный вход и есть небольшой дворик. Ну и, конечно, обычные многоэтажки. По форме владения у вас либо собственное жилье, либо арендованное. Пытались в Финляндии создать промежуточный вариант между собственным и арендованным жильем, так называемый asumistoikeus asunnot. Но по факту это та же аренда с внесением взноса в 10-15% от стоимости жилья. Взнос вам вернут при выезде и еще могут добавить какой-то индекс. Но вашей собственностью квартира никогда не станет. Жилье так и остается арендным. Этот вид жилья был популярным одно время, потому что все-таки совсем уж маргиналы туда не попадают. Эта система себя все-таки не оправдала, и в Финляндии решили от нее отказаться. Если вы покупаете свой дом, можете самовыражаться там как пожелаете. «Мой дом, моя крепость». Ну, и даже отдельно стоящий дом не гарантирует, что проблем с соседями не возникнет. Смотрите мое видео по ссылке в описании. Если покупаете квартиру в многоквартирном доме, то квартира в Финляндии не является недвижимым имуществом, и вам принадлежит не квартира, а акции жилищного кооператива, которому дом принадлежит. Все, что в квартире невозможно передвинуть, это не ваше. Водопроводные краны, унитаз, электропроводка, вытяжка над плитой – это все не ваше, это все принадлежит кооперативу. У кооператива есть страховка, и сервисный уход за всем этим осуществляет кооператив. Поэтому, если вдруг кран подтекает, то вы звоните в обслуживающую компанию, и кран ремонтирует квалифицированный сантехник. Если же вы сами взялись менять кран, то кооператив больше ответственности не несет. Если кран вдруг полетит и будет потоп, то платить будете вы, чтобы не оказаться плательщиком в случае потопа, например. Все обычно страхуют свое жилье. Это недорого, и страховка хороша тем, что за небольшие деньги там еще и юридическую страховку получишь. Однажды мне уже пригодилась юридическая страховка. Без страховки этот пустяшный кейс стоил бы мне около 15 тысяч евро. А так, по-моему, 12 тысяч оплатила страховка. И это не было суда. Там лишь адвокат написал пару писем. Разумеется, приобретение собственного жилья подразумевает наличие постоянного дохода. Не нужно иметь большую зарплату. Достаточно, если у вас постоянная работа. Процентные ставки по ипотечному кредиту на данный момент очень выгодные. И, имея постоянный доход, каждый может приобрести свою квартиру. Выгоды собственного жилья очевидны. Свое жилье и соседи чаще всего адекватные. Второй тип жилья – аренда. Она тоже различается. Есть муниципальные дома, есть дома от частных компаний, есть квартиры от частников, от частных граждан. Обычно арендодатель просит залог в ократаку. По закону он не может превышать 3 месяцев аренды, но по факту обычно просит залог в размере 1 месяца аренды. А так как сейчас построено очень много доходных домов от частных фирм, жильцов не хватает. Поэтому там вообще никакого залога не просят. Оформляешь договор аренды по интернету и заезжаешь. Залог обычно не отдается арендодатору, а кладется на специальный счет в банке. Vuokravakuustili. Эти деньги
Ни тот, ни другой снять не может. Деньги с набежавшими процентами, но процент может быть нулевым, возвращаются арендатору, если после отъезда никаких претензий к квартире нет. А какую квартиру лучше выбрать в аренду? Муниципальную, от частника или от фирмы? Если вы снимаете квартиру у частника в доме, где все остальные будут владельцами квартир, то больше шансов на тишину и порядок. Если вы арендуете квартиру в муниципальном доме, то это рискованная лотерея. Скорее всего, соседями будут понаехавшие и малообеспеченные финны. Моя знакомая, мои давние подписчики, возможно, помнят Галину Николаевну. Она жила в муниципальном доме в Ванта. По-моему, у них в подъезде вообще ни одного финна не было, потому что любой финн, способный передвигаться, пытался из муниципального дома съехать. Конечно, в муниципальном доме могут быть и соседи-финны, типа вот этого господина. Быт в доме соответствующий. Вот в доме у Галины Анатольевны дверь в подъезде закрывалась, например, в 10 часов вечера. А к жильцам приходили гости. Домофона нет, лифта нет. Спускаться, чтобы дверь открыть, лень. Тогда гости просто разбивали стекло в подъездной двери и заходили. Не было никакой разницы. День, вечер, ночь. Там оживленная социальная жизнь продолжалась сутками напролет. Можно было совершенно не сдерживаться. Там все всем по барабану. Живи сам и дай жить другим. В кооперативном доме такой фокус не пройдет. Там вы всегда под прицелом. Вот одна из моих соседок имела неосторожность выбросить в ящик для сбора картона несмятую коробку. И тут же у кого-то сдали нервы. Часть коробки с именем и адресом провинившейся вывесили на общедомовой доске позора с раздраженной припиской «Сминай коробку, когда выбрасываешь». Поэтому, если затевается праздник, то соседей нужно предупредить, чтобы полиция не пришла на огонек. Такое предупреждение вывешивается на доске объявлений, но это не значит, что можно шуметь до утра. Нет, все хорошо в меру. Праздник тоже. В Финляндии каждый дом платит за свой мусор, поэтому мусорка под замком, пользуются ею только жильцы. Это вакуумный мусоропровод, открываем электронным ключом, закидываем мусор, и он по трубе улетает куда-то в центр переработки. Разумеется, везде мусор сортируется. Вот, например, обычный набор: биоотходы, картон, пластик, стекло, металл, смешанный мусор. Важно, батарейки в обычный мусор выбрасывать нельзя. Для них есть отдельные емкости в супермаркетах. А контакты у литиевых батареек нужно заклеивать скотчем, чтобы не было короткого замыкания и пожара. Что из себя представляют доходные дома от фирм? Давайте зайдем в один из таких домов. Как выглядят доходные дома в Финляндии? Сейчас мы пойдем в один из них. Дом принадлежит частной компании, первые жильцы уже заселились, а благоустройство территории еще продолжается. Эти ящики предназначены для желающих поогородничать жильцов. Первые огородники уже взялись за дело. А это место, отведенное для курильщиков. Курение в доме полностью запрещено. Желающие перекурить, добро пожаловать на улицу. А это собачья экспресс-площадка во дворе дома. В подъезде оборудована хозяйственная мойка со сливом в полу, где вы можете, например, вымыть собаку после прогулки. Так, здесь у нас кладовка, здесь почтовые автоматы, здесь хранятся коляски, а здесь прачечная. Так, 2 стиральные машинки, 2 сушильных барабана.
Сауна. Так. И вот так. Ну, здесь, разумеется, санузел. Так. Идем дальше. Здесь у нас кладовки. К парковочным местам подведено электричество для зимнего обогрева машины. Стоимость такого места 30 евро в месяц. Для гостей имеется 3 парковочных места. В этом терракотовом строении находятся неотапливаемые кладовки для жильцов. Это стойка для выбивки ковров. А так выглядит современная финская мусорка. Разумеется, для каждого вида отходов собственный бак. Ну и, разумеется, зарядка для электрокаров. Выглядит все достойно, правда? Но есть нюансы. Иногда такие доходные дома выглядят красиво только на картинке. В реальности жильцы сталкиваются с очень серьезными проблемами. Если раньше трэш встречался разве что в старых муниципальных домах, то теперь все чаще в новостройках от частных компаний. Например, дом в Хельсинки, в престижном районе Кала-Сатама. Новый дом, современные интерьеры, красивые фото на сайте. Квартиры сдает крупная компания Julie Living. Оформляешь договор аренды онлайн, никакого залога, заезжай хоть завтра. Звучит удобно и по-фински технологично, правда? А теперь реальность. Житель этого дома по имени Яни рассказывает, что однажды утром он вышел из квартиры и увидел, что у соседей вырвали почтовый ящик прямо с мясом. На следующий день была взломана входная дверь со стороны двора. Позже в доме начали регулярно вскрывать кладовки жильцов в подвальном помещении. В коридорах появляться наркомы и всякие подозрительные личности. Полицейские ленты на дверях стали обычным делом. В прачечной спят, в подъездах грязно ругаются и угрожают жильцам. Что происходит? Сейчас в Финляндии меняется сама модель аренды жилья. Государство все меньше строит доступного муниципального жилья, рынок аренды захватывают частные компании. Они массово строят доходные дома и сдают квартиры напрямую онлайн. Без встреч, без разговоров, без собеседований. Все делается в 2 клика. Клик-клик. Никаких проверок, никаких собеседований, встреч. Есть чужой паспорт и доступ к интернету. Все, заселяйся. В результате в такие дома начинают стекаться самые разные люди. Порой те, кого раньше выгнали из других квартир за нарушение, порой откровенно маргинальные персонажи. Соседи рассказывают, что в доме на Työpajankatu 6 в Хельсинки люди спят в коридорах. При них происходит торговля наркотиками, а в подъезд можно попасть, просто дождавшись жильца и заскочив следом. Управляющая компания разводит руками. А что мы можем сделать? Им тоже где-то жить надо. Выселить можно, но только через суд. А это может занять месяцы. Так что пока компания даже не ремонтирует замки и двери, потому что все равно завтра их сломают. Жильцы говорят, любой мог бы получить ключ, если у него на руках договор и ID человека, который его подписал. А значит, квартиру может взять подставное лицо и жить там, пока не выгонят. Постепенно обычные жильцы начинают съезжать. Некоторые даже платят штраф за досрочный разрыв договора. Остаются те, кому деваться некуда. И это только усугубляет проблему. И самое главное, это далеко не единичный случай. По данным газеты Helsingin Sanomat, похожие истории происходят в других домах. И это уже системная проблема. Moni on saanut Vuosaaren uuden Hyperion tornitalon levottomuuksista tarpeekseen ja on näin ollen muuttanut sit muualle. Näin kertoo Hesarin haastattelemat entiset asukkaat.
Yksi pois muuttaneista asukkaista on Tanja Fred, joka ehti asua miehensä kanssa talossa reilun vuoden. Ei siellä voinut asua. Ihan ensiluokkaista sikailua oli. Jotkut asukkaat pistitti koiria hississä, käytävillä lojui roskia ja jätekatos täyttyi usein ilokauspulloista, Fred kertoo. Исследователи бьют тревогу. Появляется новая форма социального гетто, где в одних домах накапливаются проблемные жильцы, а в других только благополучные. И все это без участия государства. Мол, рынок все решит. Ну, конечно, рынок решит. Но как? Пока что он решает не в нашу пользу. На фоне таких домов муниципальные дома начинают казаться верхом порядка и благополучия. Раньше в муниципальном жилье был контроль. Город сам распределял квартиры и старался, чтобы в доме был социальный баланс. Участников этого нет. Частный бизнес заинтересован не в социальном балансе, а в прибыли. Итог тревожный. Даже в новом доме, в благополучном районе ты можешь оказаться в ситуации, где ночью наркомы тебе бьют в дверь ломом, и днем в подъезде торгуют, курят, нюхают, колятся. Но если вы думаете, что это один проблемный дом, то нет. Вот, например, дом «Атлас» в районе Вуасари. Новый красивый небоскреб построен менее года назад. Современные квартиры, стекло, бетон, свет. На картинке рай. А по факту жильцы находят кусты конопли прямо в подъезде. Да, в буквальном смысле сосед обнаружил 2 здоровенных растения в горшках, в черных мешках, припрятанные под лестницей. Позвонил в полицию. Но это только вершина айсберга. Житель дома рассказывает: в подъезде гадят, воруют, взламывают кладовки, на каждой двери следы взлома. В паркинге, по его словам, постоянно идет торговля запрещенкой. Люди отъезжают в самый темный угол, передают что-то из рук в руки, в воздухе витает запах травки. Если кто-то случайно припаркуется рядом, торговцы выходят из машины и начинают угрожающе приближаться. Мусор, крики, агрессия. И проблемы не только в «Атлас». Соседний небоскреб «Hyperion» уже прославился в прошлом году. В лифтах моча и блевотина. На лестнице мусор, а на крышу рвутся подростки снимать видео для соцсетей. То же самое происходит в «Атлас». Крыша как магнит. Подростки лезут по техническим лестницам на самый верх, на 34-й этаж, чтобы поснимать контент. Житель дома говорит, что наркопритон уже прямо у него под носом. В подъезд постоянно пытаются попасть люди, которых он считает наркозависимыми. Он их выгоняет, а в ответ мат, угрозы, плевки. В доме воруют велосипеды из помещений для их хранения, ломают замки, влезают в частные кладовки. И это не где-то там, в пригороде, не в гетто. Это новый дом с соответствующими ценами. Самая дешевая однушка – 829 евро в месяц. Самая дорогая квартира – 2279 евро. И это еще цены по акции. Четверть квартир пустует, поэтому новоселам делают скидку на первые 2 месяца. Сдается все напрямую через сайт, без встреч, без собеседований, без проверок. Кто ты и зачем сюда пришел? Итог все тот же. Как и в других домах компании типа Julie Living, жилье превращается в неуправляемый хаос. А если пробуешь съехать, платишь штраф. Один из жильцов, прожив всего несколько месяцев, подал жалобу, рассказал о небезопасной обстановке, но получил в ответ от компании: не видел оснований для расторжения договора без штрафа. Но он все равно съезжает и платит почти 2200 евро неустойку лишь потому, что, как он сказал, безопасность моей семьи дороже денег. Так что аренда квартиры в Финляндии – это вопрос не только финансовый, но и социальный.
Добавлю лишь, что раньше в Финляндии старались избегать сегрегации, и поэтому, если где-то затевался хороший, богатый район, дорого-богато, то туда непременно втыкали муниципальный дом. В результате, даже если купить дорогую квартиру в дорогом районе, в школе, куда пойдет ваш ребенок, непременно будут дети из менее благополучных семей. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Сейчас мы зайдем на помойку во дворе дома в центре Хельсинки. Сюда, пожалуйста, биоотходы, сюда пластиковые упаковки, сюда картон, сюда тоже картон, сюда тоже картон, сюда смешанный мусор. Бумагу, пожалуйста, сюда, стекло сюда, металл сюда. Все, будьте здоровы, не запутайтесь. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!